Переговоры в Иране застряли. У сторон остаются ключевые разногласия. Министр финансов США заявил, что Вашингтон может частично смягчить санкции против Ирана. А глава Пентагона уверяет, в случае провала переговоров Вашингтон может возобновить силовое давление на Иран. Китай строит мощную инфраструктуру вокруг своих ядерных ракетных шахт. Силы беспилотных систем Украины этой ночью уничтожили «Искандер» и 2 самолета в Таганроге. Впервые за несколько месяцев военные США и Кубы встретились на базе в Гуантанамо. Опубликовали результаты медосмотра Дональда Трампа. Он бодр, здоров, но набрал лишний вес. Врачи советуют диету. В Нью-Йорке полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у Центра содержания мигрантов. А в Лаосе удалось освободить из пещеры 5 мужчин. В заточении они пробыли более недели. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В течение последних суток иранский баллистический удар по авиабазе в Кувейте привел к легким ранениям американских военнослужащих и повреждению 2 беспилотников MQ-9 Reaper, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Часть ракеты была перехвачена ПВО, однако обломки достигли объекта. На этом фоне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность частичного смягчения санкций против Ирана в случае прогресса на переговорах. По его словам, любые послабления будут поэтапными и привязанными к выполнению условий. А при отсутствии договоренностей санкционное давление может быть усилено. Параллельно продолжаются переговоры между США и Ираном по ядерной программе и деэскалации в регионе. Несмотря на сохранение контактов, ключевые разногласия остаются нерешенными, а дипломатический процесс сопровождается ростом напряженности. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи обвинил Дональда Трампа в предательстве дипломатии из-за продолжения морской блокады и жестких требований. По данным иранских источников, Тегеран увязывает возможное открытие Ормузского пролива с отменой ограничений на судоходство, тогда как в Вашингтоне подчеркивают, что любые изменения санкций будут зависеть от условий сделки. Как и предсказывалось, президент США в 3-й раз предает дипломатию. Продолжая военно-морскую блокаду и выходя за рамки в переговорах, он более чем когда-либо доказал, что он не является переговорщиком и преследует другие цели. США заявляют о готовности при необходимости возобновить силовое давление на Иран в случае провала переговоров. Об этом заявил министр обороны Пит Хексет, комментируя текущий раунд контактов между Вашингтоном и Тегераном. Иран очень и очень четко знает, каковы наши ожидания, и теперь задача переговорной группы — их выполнить. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными. Думаю, они понимают, к чему все должно прийти. Я уверен, что при нашем президенте, который заключает только отличные сделки, в итоге будет достигнуто соглашение, которым он сможет гордиться и которое гарантирует, что Иран, который, как все знают, не должен иметь ядерное оружие, его никогда не получит. В конечном счете, как я уже сказал, любое соглашение, которое президент готов заключить, он заключит только если будет считать, что это отличная сделка для нашей страны и для безопасности мира. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы находиться в готовности и быть в состоянии при необходимости снова вступить в действие. Это переговоры с высокими ставками. Их ведет лучший переговорщик в мире. Иран может не хотеть отказываться от своих ядерных амбиций, но мы считаем, что за столом переговоров они могут и со временем будут готовы это сделать при правильной системе стимулов. Но самым мощным стимулом являются наши возможности, которые сейчас развернуты и которые они фактически не могут эффективно сдержать. И поэтому будущие решения будут зависеть от того, как все завершится. Но я уверен, что президент достигнет соглашения, которое будет отвечать интересам американского народа. Дроны зафиксировали движение судов в районе Ормузского пролива на рассвете на фоне напряженной обстановки в ключевой точке мировой нефтетранспортной логистики. Тем временем подконтрольная Ирану структура администрация Персидского залива и Ормузского пролива заявила, что игнорирует введенные США санкции и продолжает выдавать разрешения на проход невраждебным судам, обеспечивая, по ее словам, бесперебойное судоходство. А оманские власти сообщили о выявлении в Ормузском проливе плавающего объекта, предположительно морской мины, и призвали суда соблюдать повышенную осторожность и держаться на безопасном расстоянии. Инцидент зафиксирован в западной части судоходной зоны в территориальных водах Омана. На этом фоне США ранее заявляли об ударах по судам, которые могли использоваться для установки мин у побережья Ирана, а президент Дональд Трамп потребовал в рамках возможного соглашения полностью очистить пролив от мин. В Тегеране участники митинга в поддержку властей с недоверием отреагировали на заявление Дональда Трампа о возможном продлении перемирия между США и Ираном. Многие участники акции заявили, что не доверяют Вашингтону и считают, что американское давление не достигло своих целей. Они отвергли требования США об открытии Ормузского пролива
и передача обогащенного урана, подчеркивая, что такие решения должен принимать только Иран. Если то, что Трамп говорит, правда, это показывает, что его блокада провалилась, и то, чего он добивался, не произошло. Он не смог нас сломить, и чтобы не подвергаться еще большему унижению, теперь говорит, что блокада прекращается. Посмотрим, насколько он искренен. Я даже считаю, что мы совершили ошибку в 2015 году, когда передали несколько тонн урана. Это была очень большая ошибка. Обогащенный уран имеет огромную ценность, как духовную, так и материальную. Это словно часть нашей земли. Почему мы должны его отдавать? Это его не касается. Он принадлежит нам, иранскому народу. И решать будем мы. Нет, мы его не отдадим. Наше слово – это слово нашего лидера. Армузский пролив должен оставаться закрытым. Пока наш лидер не скажет иначе, мы будем придерживаться той же позиции. Прежде всего, это не только мое мнение. Весь мир говорит, что он сумасшедший и глупый человек. Он не держит своего слова. Он законченный лжец и низкий человек, который говорит только ерунду. Мы не обращаем внимания на его слова и продолжаем заниматься своими делами. Они точно не будут соблюдать свои обязательства, как и раньше. У нас нет на это никаких надежд. Мы будем идти своим путем. Началась эвакуация жителей южно-ливанского города Набати. Людей вывозят на машинах гражданской обороны и скорой помощи под сопровождением ливанской армии. Местные жители рассказали, что покидают дома из-за постоянных обстрелов и опасений новых авиаударов. Многие направляются в более безопасные районы. Мы хотим поехать в Саиду и посмотреть, как Бог поможет нам там устроиться. Это временно, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Дай Бог, чтобы все успокоилось. Эвакуация проходит на фоне нового обострения конфликта. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска продвинулись севернее реки Литани. Одновременно в Вашингтоне прошли переговоры представителей Израиля и Ливана при посредничестве США, направленные на укрепление режима прекращения огня и поиск путей урегулирования конфликта. Несмотря на дипломатические усилия, боевые действия продолжаются. По данным ливанских властей, с начала эскалации в марте более 1 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Глава Пентагона Пит Хексет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что США больше не намерены нести основную финансовую нагрузку по обороне союзников. По его словам, партнеры Вашингтона должны активнее вкладываться в собственную безопасность. Эпоха, когда Соединенные Штаты субсидировали оборону богатых стран, закончилась. Нам нужны партнеры, а не протектораты. Наша военная стратегия будет устойчивой, распределенной и оптимизированной таким образом, чтобы не допустить быстрых и решительных успехов с помощью военной силы. Такова логика стратегии. Это суть мира через силу и основа прочного мира в Тихоокеанском регионе, выгодного всем нам. Слишком долго безопасность этого региона в непропорционально большой степени опиралась на американскую военную мощь, тогда как многие наши союзники и партнеры позволили своим собственным оборонным возможностям деградировать. Союзы работают только тогда, когда являются настоящим партнерством. Это улица с двусторонним движением. Не может быть сильного союза, если все его участники не вкладываются в общее дело. Никакого иждивенчества. История не закончилась. Слишком долго вежливые призывы наших европейских союзников тратить больше средств на собственную оборону оставались без внимания. Сейчас они наконец пытаются наверстать упущенное, а мы сами позволили отвлечь себя пустой глобалистской риторикой о международном порядке, основанном на правилах. Глава Пентагона призвал союзников США в Азии увеличить расходы на оборону и предупредил о стремительном наращивании военной мощи Китая. По его словам, Вашингтон намерен существенно увеличить собственные военные инвестиции и рассчитывает на аналогичную решимость со стороны партнеров для сохранения баланса сил в регионе. Америка переживает историческую мобилизацию своего оборонно-промышленного комплекса. Мы будем производить лучшее в мире вооружение в больших объемах, быстро и по разумной цене. Это мое личное обязательство перед всеми вами. И это требование нашего президента. Именно поэтому президент Трамп, потратив в прошлом году на оборону $1 триллион, планирует в этом году вложить в оборону уже $1,5 триллиона. Это позволит раскрыть потенциал американского арсенала свободы и расширить военное превосходство США на десятилетия вперед. Это инвестиция целой эпохи. Президент Трамп задает золотой стандарт. Мы требуем от наших союзников и партнеров тратить на оборону 3,5% ВВП, а сами идем значительно дальше этой цифры.
Мы ожидаем, что каждый союзник и партнер продемонстрирует такую же решимость. Когда мы смотрим на ситуацию в регионе сегодня, вызывает обоснованную тревогу историческое наращивание военной мощи Китая и расширение его военной активности как в регионе, так и за его пределами. Министерство обороны США продвигает повестку «Америка прежде всего», основанную на принципе мира через силу и здравом смысле. Мы возрождаем дух воина в наших рядах. Мы восстанавливаем наши вооруженные силы. И мы заново создаем систему сдерживания, которой было позволено опасно ослабнуть при администрации Байдена. При президенте Трампе у нас самые мощные и боеспособные вооруженные силы в мировой истории. Но наш подход не является изоляционистским. Америка прежде всего не означает «Америка в одиночку». Это означает реалистичное взаимодействие с четким пониманием необходимости защищать наши жизненно важные национальные интересы. Наш подход предполагает, что страны Тихоокеанского региона будут делать то, что многие из них и так готовы делать. Серьезно инвестировать в собственную оборону, вносить больший вклад в коллективную безопасность и прагматично сотрудничать с Соединенными Штатами в интересах наших общих целей. Если кратко сформулировать главную мысль моего сегодняшнего выступления, то она такова. Присоединяйтесь к нам в реализации этого видения в создании сообщества сильных и самодостаточных государств, полностью способных защищать собственный суверенитет и одновременно вносить вклад в нашу коллективную безопасность. Также Пит Хексет заявил, что США не отворачиваются от Азиатско-Тихоокеанского региона и сохраняют приверженность своим союзникам. По его словам, Вашингтон продолжает укреплять военное сотрудничество в регионе, параллельно занимаясь другими глобальными вызовами, включая ситуацию вокруг Ирана и Тайваня. Некоторые пытаются представить дело так, будто наличие у нас глобальных обязательств означает, что мы отворачиваемся от этого региона. Именно поэтому я совершил сюда больше поездок, чем куда-либо еще, и продолжаю встречаться как с отдельными странами, так и в многосторонних форматах вроде этого. Чтобы показать, мы спокойно, но очень последовательно работаем вместе с союзниками и через союзников, опираясь на наши взаимные обязательства по укреплению возможностей в этом регионе. У нас по-прежнему есть глобальные обязательства, например, не допустить появления у Ирана ядерного оружия, и мы сосредоточены на этом. Мы способны заниматься двумя задачами одновременно. Мы ускоренными темпами наращиваем мощности нашего оборонно-промышленного комплекса, чтобы уже в ближайшее время выпускать в 2, 3, 4 раза больше боеприпасов и обеспечить надлежащее финансирование всех наших планов по всему миру. Сегодня утром у меня была возможность поговорить с президентом Трампом. Он просил меня вновь подчеркнуть, насколько он терпелив в вопросе того, чтобы при реализации Соединенными Штатами этой исторической инициативы любое соглашение с Ираном оказалось хорошим, очень хорошим. Если возникнет необходимость возобновить действия, наши возможности для этого более чем достаточны. Наши запасы полностью соответствуют таким задачам как в этом регионе, так и по всему миру, благодаря тому, как мы сочетаем высокоточные и более массовые виды вооружений. Поэтому мы находимся в очень хорошей позиции. Любое решение относительно будущих поставок вооружений Тайваню, как уже говорил президент, будет принимать лично он. Что касается характера этих отношений, то, учитывая мой недавний визит и встречи в Пекине, никаких изменений в нашей позиции нет. Китай строит масштабную инфраструктуру вокруг своих ядерных ракетных шахт в пустынных районах Синьцзяна и Ганьсу, следует из анализа спутниковых снимков Reuters. По данным расследования, речь идет о более чем 80 стартовых площадках, а также сети укрепленных объектов, коммуникаций и, вероятно, узлов управления в районе комплекса Хами, связанного с межконтинентальными ракетами. Аналитики считают, что инфраструктура предназначена для повышения живучести ядерных сил и обеспечения гарантированного ответного удара даже при возможной атаке. Объекты включают элементы защиты шахт, позиции для мобильных пусковых установок и возможные системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Строительство ведется вокруг ранее известных октагональных военных комплексов, которые связывают с развитием китайской ядерной триады и системой командования. По оценкам Пентагона, Китай ускоряет ядерную модернизацию, и к 2030 году у него может быть в арсенале около 1000 боеголовок, при этом одновременно развивая систему раннего предупреждения и управления запуском. Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас, выступая в Сингапуре на Международном форуме по безопасности, заявил, что Россия не смогла бы вести войну против Украины без экономической поддержки Китая и поставок вооружений из Ирана и КНДР. По его словам, конфликт давно вышел за рамки регионального и отражает более широкий глобальный расклад сил. Происходящие изменения больше не являются исключительно азиатскими. Они носят глобальный характер, и это уже произошло.
Достаточно посмотреть на то, что мы наблюдали за последние 12 месяцев. Россия не смогла бы вести войну против Украины без экономической поддержки и поставок товаров двойного назначения из Китая, иранских беспилотников и ракет, а также северокорейских боеприпасов и даже личного состава на европейской территории. Совместные российско-китайские морские и воздушные патрули продолжаются в районах вокруг Японии и Корейского полуострова. С 2019 года Иран, Россия и Китай ежегодно проводят учения Maritime Security Belt в Оманском заливе. Эти маневры объединяют военно-морские силы вблизи одного из самых чувствительных морских узлов мира. И в нашем регионе та же логика проявляется в иных формах. Малые государства должны срочно сверять свои оценки. Украина сейчас переписывает правила ведения войны 21 века, и эти уроки одинаково важны как для Европы, так и для других регионов. Масса и точность больше не являются альтернативами. Россия расходует значительные запасы средств ПВО, перехватывая сотни дешевых беспилотников за одну ночь. Производственные мощности становятся настоящим фактором сдерживания. В ночь на 30 мая силы беспилотных систем уничтожили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге. Об этом сообщил командующий ЭСБ-С Роберт Мадяр Бровди в соцсетях и назвал это визитом вежливости. Также, по его словам, в Таганроге уничтожили танкер теневого флота. Ту-142 — дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика, предназначенный для морской разведки и поиска подлодок. «Искандер» — мобильный ракетный комплекс, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям. В ту же ночь в Таганроге дроны атаковали порт. Там возник пожар, загорелись танкер и резервуар с топливом. Губернатор Ростовской области подтвердил атаку и сообщил, что пострадавших нет. Глава Южного командования вооруженных сил США Фрэнсис Донован и начальник кубинского генштаба Роберто Алегро Сотолонго провели краткую встречу на границе американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. Кубинские вооруженные силы заявили, что переговоры по вопросам безопасности с участием сторон прошли в позитивном ключе. По данным Гаваны, на встрече обсуждались вопросы оперативной безопасности, режим охраны периметра базы и предотвращения инцидентов в районе соприкосновения. По итогам переговоров стороны договорились поддерживать регулярную связь между военными командованиями. В Гаване подчеркивают, что подобные прямые контакты между военными двух стран остаются редкими и рассматриваются как технический канал для снижения напряженности. В течение нескольких месяцев не было контактов между военными командованиями Кубы и военно-морской базой, которую Соединенные Штаты содержат в Гуантанамо. Однако эти встречи стали для многих в США своего рода демонстрацией двусторонних отношений, отражением того, что возможно. Когда два правительства, несмотря на политические разногласия и противоречия, способны профессионально садиться за стол переговоров и обсуждать технические вопросы, представляющие интерес для обеих сторон и для безопасности обеих стран. Военно-морская база Гуантанамо считается одним из ключевых стратегических объектов США в Карибском регионе. Она используется как логистический и оперативный узел для сил Южного командования, обеспечивая контроль за морскими маршрутами и поддержание военного присутствия США в регионе. Президент США Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья и полностью сохраняет когнитивные и физические функции, говорится в отчете его врача Шона Барбелы. По данным обследования, он прошел комплексную проверку сердечно-сосудистой системы, КТ и профилактические скрининги. Врачи заявили, что Трамп полностью пригоден к исполнению обязанностей главы государства. Отмечается, что за год президент прибавил около 6 килограммов и теперь весит 108 килограммов при росте 1,90 м. Ему рекомендовали диету, повышение физической активности и снижение веса. Также зафиксирован легкий отек нижних конечностей с улучшением и доброкачественные синяки на руках, связанные с возрастными изменениями. Несмотря на это, врачи заявляют о нормальном неврологическом статусе и отсутствии когнитивных нарушений. При этом часть экспертов обращает внимание на ограниченную детализацию отчета, что оставляет вопросы к полноте картины здоровья президента. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Центра содержания мигрантов Делейни Холл в Ньюарке. Силовики в защитном снаряжении оттесняли демонстрантов и журналистов, после чего использовали газовые гранаты. Протесты продолжаются несколько дней и связаны с условиями содержания в учреждении, которым управляет Geo Group. Власти штата ввели зоны для протестующих и усилили присутствие полиции, заявив о необходимости снизить напряжение. Губернатор Микки Шерилл подчеркнула, что меры направлены на деэскалацию ситуации и сохранение права на мирные собрания.
Полиция штата взяла контроль над территорией, федеральные агенты ICE отведены от непосредственной зоны столкновений. Мы знаем, что ICE делала в других штатах. И мы знаем, что американские граждане потеряли свои жизни. И я отказываюсь допустить, чтобы это произошло в Нью-Джерси. Мы все должны сделать все возможное, чтобы сейчас снизить напряжение. Я не дам ICE повода расширять операции в нашем штате. По этой причине полиция Нью-Джерси сегодня устанавливает мирную, защищенную зону протеста прямо рядом с Делейни-Холл. Моя администрация будет работать вместе с членами общин, религиозными лидерами, активистами и полицией штата, чтобы помочь людям перейти туда сегодня. Наш главный приоритет — общественная безопасность, и нам нужно использовать эту возможность, чтобы сейчас снизить накал ситуации. Мы наблюдали рост числа протестующих ночью. И снова, наша задача — защищать всех членов общества. Поэтому мы разработали план совместно с нашими правоохранительными партнерами, чтобы определить зоны мирного собрания. На данном этапе наша миссия начнется с уведомления местных активистов о том, что наш фокус — разрешить мирные собрания через создание этих специально выделенных зон и минимизировать препятствия на дорогах, одновременно снижая напряженность в этих районах. После того, как мы определим эти зоны, наша позиция будет сосредоточена на поддержании мирной обстановки. Также важно отметить, что пока мы устанавливаем эти зоны, местные агенты ICE и партнеры согласились отойти из непосредственной зоны, что снижает потенциальную эскалацию со стороны протестующих. Мы продолжим следить за ситуацией, продолжим ставить общественную безопасность на первое место во всем, что мы делаем, и обеспечим мирную обстановку для всех. Сейчас, когда вы подъезжаете, там будут контрольно-пропускные пункты, и причина этого в том, что мы хотели закрыть дороги, чтобы протестующие или участники мирного собрания не были сбиты автомобилями. То, как это будет выглядеть сейчас, пока мы их устанавливаем, наши сотрудники полиции штата Нью-Джерси будут контролировать непосредственную территорию. Что касается зон протеста или зон мирного собрания, мы делаем их большими. Ракета «Атлас-5» компании United Launch Alliance успешно вывела на орбиту 29 спутников Amazon в рамках миссии Leo-7. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал, а все аппараты были штатно развернуты на орбите. Спутники пополнят группировку проекта Kuiper, который должен обеспечить спутниковым интернетом пользователей по всему миру и составить конкуренцию системе Starlink компании SpaceX. Запуск состоялся спустя сутки после аварии ракеты New Glenn компании Blue Origin, также принадлежащей Джеффу Безосу. Во время испытаний носитель взорвался на стартовой площадке, что может повлиять на дальнейшие планы по развитию космических проектов миллиардера. В Лаосе спасатели вывели из затопленной пещеры еще 4 человек, завершив эвакуацию 5 участников группы, которые провели под землей в ловушке более недели. 7 жителей Лаоса отправились в пещеру в провинции Сайсамбун на поиски золота, однако оказались заблокированы после того, как из-за сильных дождей поднялся уровень воды и отрезал выход. На кадрах с места операции видно, как истощенных мужчин выводят из пещеры и доставляют в медицинский центр. Спасенных встречали родственники и волонтеры. 5 пропавших обнаружили 27 мая, но их эвакуация заняла несколько суток из-за сложных условий внутри пещеры. Поиски еще 2 человек продолжаются. В столице Литвы Вильнюсе состоялся фестиваль, посвященный традиционному шалти-барщу — холодному свекольному супу, который также популярен в Польше, Беларуси и Украине. Там его называют по-разному — хлодник, холодник, холодный борщ, свекольник. Но литовцы считают это блюдо общее для стран, входивших в Речь Посполитую и Великое княжество Литовское, прежде всего символом своей национальной кухни. На время фестиваля городские улицы окрасились в розовый цвет, прошли парады, гастрономические активности и забеги официантов с супом. Организаторы отмечают, что идея фестиваля основана на опросе жителей, которые и назвали именно этот суп самым популярным традиционным блюдом. Кстати, рецепт можете найти в описании под этим видео. Мы провели опрос среди примерно 10 тысяч человек в Литве и спрашивали их, какое их любимое, самое традиционное литовское блюдо. Большинство ответили, что это так называемый розовый суп. Для нас это, очевидно, очень особенное. И причина, по которой мы построили вокруг этого фестиваль, заключается в том, что мы хотели создать символ города, традицию и нечто особенное, где могут собираться все люди, а также привлечь внимание туристов, знаете ли.